Суббота. Делал небольшую затарку я в торговом центре. В торговых центрах Сторлиена. И так, я сугробы, да, ищу, чтобы пройти. Правильно, действительно. Чем мне тут париться? И ситуация произошла такая на кассе. Взял банку Принглса. Давно не ел, думаю, да, попробую. Вспомню старый вкус, да. Взял банку Принглса. На кассе она не пробилась. Ну, у меня там еще там были покупки помимо Принглса. И что вы думаете, не пробилась по кассе? И она мне просто ее отдала, говорит, Натя. Я вначале не понял. Потом по чеку смотрю, в чеке Принглс не пробитый. Вот так. Всем привет, друзья! Вы на канале Tracker in Scandinavia. Мы с вами сейчас находимся в Норвегии. У нас суббота, 15 февраля. Я нахожусь на паркинге перед городом Транхеймом. Здесь по обе стороны две шелки. Я заехал сюда сходить в душ. И далее мы с вами отправляемся на очень интересный маршрут по 39-й дороге. В сторону Кристиансунда, потом Молда. И за Молда я поеду на небольшой островок. Там у меня выгрузка рыбой. Там, говорят, есть душ, но я там не был, поэтому решил заехать здесь на шелку. На шелке всегда есть место либо с правой, либо с левой стороны. Душ здесь бесплатный. Я стою не на основной стоянке, а стою возле заправки, просто чтобы ближе было сходить к душу и плюс ко всему не шуметь рефрижератором. И так как сегодня суббота, у меня футбол, я уже в парадной майке Байерн Мюнхен. Вечером игра. Мне ехать около 250 километров. Будет два паромчика. Ну и, короче, в целом будет интересный маршрут. Он проходит параллельно Атлантической дороге. Ну а я же еду, как и в последнем видео после цепей, я еду из Альты. Пошел я через Финляндию, через Швецию и поехал по своей любимой 45-й дороге. Мне там больше нравится, там спокойно, тихо, так я 2 дня там и ехал. Транзитную декларацию я оформил и в Сторлиене сдал ее обратно. И выехал вот уже к Транхейму, к шестерке. Сейчас шестерки, мы уйдем на 39-ю. Итак, первая у нас остановка будет на Циркуле. Перед выездом на 39-ю дорогу. Там я возьму себе горячего шоколада, свою круженцию. И мы помчим с вами дальше. Ну а сейчас посмотрим еще, заполнены ли места в сторону Тронхейма. Места много, также можно набрать воды и подключиться к розетке, у кого есть это устройство. Кто как где стал. Ну, естественно, бошки отцепленные. Тут на перецепах Lotus Baltic, Гиртека. Здесь в основном ряду вообще вон все забито битком. Так. А нам как? Я стану под колоночку, быстренько сбегаю. Я никому здесь не помешаю. Так, вода у меня есть, там набрать тоже можно, поэтому нет проблем. Что ж, разоряю я Циркуль, потому что то, что я покупаю себе в нем, стоит 98 крон одна кружка. Прикиньте, сколько я таких уже напил, огромное количество. Так что кружка у меня отбивается, когда я ее покупаю в первую же неделю. Дальше только в плюс идем. И значит, душ здесь, кстати, платный на этой стоянке. 50 крон целых. Представьте себе. Кто у нас? Даже он интеркарго торчит. Ну и все, мчим мы в сторону красивых пейзажей. Отъехали мы подальше от Транхейма, и у нас сразу же появился нормальный пейзаж норвежский. И сейчас, если мне память не изменяет, мы поедем на подъем. Вот, а какой он сложности, я понятия не имею. Но погода хорошая. Там, я думаю, никаких проблем нигде не будет. И, кстати, да, тоже я тут лет 5, наверное, назад я последний раз ездил. Что-то хочет побуксовать я без разгрузки. Поехал, но отдал разгрузку и поехала она у меня. 203 километра мне до своего острова,
где у меня будет разгрузка в понедельник. Ну и пока движемся, посмотрим, что тут у нас за подъемчик, какой процент, что да как, потому что я ничего не помню. Да и в целом я, наверное, по ней проезжал, вот, и в ту, и в другую сторону. Да, у меня какой-то был когда-то рейс, я помню такое дело. Я еще, естественно, никакой YouTube не снимал. И я проезжал по всей этой 39-ке. То есть у нас 39-я дорога, она у нас идет аж в Данию. Поэтому она считается международной, то есть официально Е39 ее название. И она является Дания-Норвегия дорога. Идет она вся по западу вдоль Атлантического Северо-Ледовитого океана. О, речка какая бурлит. Красота. Очень пейзажная эта дорога. Очень огромное количество достопримечательностей на всем участке. Огромное количество мостов, паромы по дороге и туннели. Ну и вот мы по всем мосты, я там посмотрел, у меня там штучки 3 точно должно быть таких интересных. Ну и, конечно же, сам паром первый я тоже посмотрел, он интенсивно ходит. Он у нас соединяет, собственно, саму же 39-ю дорогу. А вот уже который паром пойдет на остров туда, тоже посмотрел вроде бы расписание, он ходит. Поэтому, думаю, там у меня никаких ожиданий особо длительных не будет. Ну, в принципе, если я буду ожидать парома, то мне есть чем заняться. Блин, вот эта вот вода тут, конечно, совсем не в тему. Я аж сразу почувствовал, что здесь скользко. Минус 8 хоть и дорога, но за счет того, что здесь вода, дорога скользкая. Потихонечку мы отдаляемся от цивилизации. Я пока иду с разгрузкой. Ленивца подымать рано. Так, и впереди я вижу какие-то знаки. Желтый, а первый информационный, а второй, скорее всего, с указаниями, что нас там впереди ждет. Сейчас мы с вами это дело все прочитаем. Такие дороги такого значения, вот что шестерка, что 39, что 18, по крайней мере, на них всегда есть информация. Здесь у нас информация идет о 714 дороге на Фрою. Это туда за рыбой, по-моему, ездят тоже, если я ничего не путаю. И пока я там что-то смотрел, я и проглядел. Ну и здесь у нас впереди вот прямо сейчас 8% подъемчик протяженностью всего лишь 1,6 километра. Ну я сейчас еще раз попробую рассмотреть, что там пишет про Фрою. Вот место, где у нас цепи надеваются. И с информацией. Там туннель, короче, ремонт, может, какой. Или движение в колонне. Короче, какая-то там движуха своеобразная. Пока я иду на спуск, поговорим мы с вами о Ютубе, где его и как смотреть, и в целом мой канал, где там дублируется, не дублируется, в целом вообще мое мнение по этому всему поводу. Я делал опросы, как в Телеграме, так и в Ютубе. Поговорил я с подписчиками из разных регионов России по поводу того, что в России не могут смотреть YouTube. Так вот, с VPN, как оказывается, все можно. И притом везде. Поэтому просто не надо лениться, а устанавливать VPN. Я так понимаю, очень многие комментарии возникают именно связанные с тем, кто смотрит по телевизору YouTube. Ну хорошо, здесь тоже нету проблемы. Если у вас на телефоне есть VPN, вы просто YouTube транслируете на свой Smart TV. То есть, а если у вас нету Smart TV, то, естественно, вы и YouTube не можете смотреть по телевизору. Никак. У меня тоже все должны понимать, разная аудитория. Притом очень разная. От первый там пункт какой идет, там от 12 лет, да, до 18 там тоже какой-то процентик есть, очень маленький, конечно, но есть. От 18 до 25 у меня больше 10%. И больше 10% это от 65 и выше, старше точнее. Поэтому, может, кто-то не знает. Я лично сегодня продемонстрирую функцию, как раздать трансляцию
со своего телефона YouTube, любое видео на ваш Smart TV. Также, если вы не знаете про VPN там, или что-то еще, но вы все-таки каким-то образом посмотрели это видео. Ну и я также видео в данный момент, пока я в рейсе, если позволяет мне трафик, я буду еще загружать на Дзен. Почему на Дзен? Потому что на Дзене я тоже очень давно. И там как худо-бедно, но 1700 подписчиков у меня есть. Там все мои ролики также залиты. Поэтому туда я продолжу. Потому что люди тоже там, вот они смотрят Дзен, им нравится в Дзене смотреть. Они смотрят в Дзене. В YouTube они не переходят. Аудитория с YouTube на Дзен не переходит, с Дзена на YouTube не переходит. Поэтому это разная практически аудитория. Ссылку на Дзен я оставлю в описании. Ну, а остальные платформы, такие как ВК и Рутуб, в целом правильно мне написали. Да и я как бы тоже так анализировал, что не нужно вообще их поощрять, эти платформы, и вообще ничего туда не грузить. От слова совсем. Потому что это мертвые платформы. Либо там кривой плеер, плохо работающий, либо там просто для автора нету ничего. То есть я не говорю про монетизацию, про какое-то там денежное поощрение. У тебя не работает продвижение на твоем канале. То есть ты сам сбиваешь туда аудиторию, вот опять-таки с того же самого там Ютуба, с Телеграма, ты говоришь, вот, зайдите в Рутуб, подпишитесь, там люди переходят и что-то там собирается. А по-другому там ничего не происходит. Твои видео никуда не идут, ничего не набирают. И я даже смотрю это по авторам, находил авторов, которые есть на Ютубе и на Рутубе. У них огромная аудитория, там под 500 000. И на Рутубе у них также ничего не происходит. Так а зачем мне, маленькому автору, тогда терять просто даже свое время? Да, я буду загружать, когда я буду дома с Wi-Fi. Я опять-таки буду выгружать все видео, которые я насобирал за рейс. В этом плане ничего не поменяется. Ну а пока только YouTube. Естественно, YouTube это будет он у меня всегда. И он работает. Он работает во всех сетях. Я имею в виду с VPN, без проблем. У кого-то с платным, у кого-то с бесплатным. Поэтому ищите, если вы более старшее поколение, обратитесь за помощью там, к детям, к внукам, к соседям, там, кто помоложе, чтобы вам помогли это дело сделать. Все решаемо. Значит, что-то я еще хотел сказать. По поводу забыл, короче, что я хотел сказать. В общем, вот что я хотел сказать для всех, да, что я иногда могу говорить очень банальные вещи, грубо говоря, да, где находится у нас звуковой сигнал. Это естественно, для тех, кто вообще не в теме, кто вообще младшие более там и так далее, кто только что-то начинает. Поэтому, понятное дело, опытные там выписывают иногда в комментариях: о, там это самое, что-то там. Ну, я ж не конкретно кому-то отдельному делаю видео. Я видео делаю для всех. Куда у нас тут поворот идет? Главная дорога не главная. Главное уходит на 680-ю. А нет, у нас все-таки главное, что-то я перепутал. Это мне так показалось почему-то. Мы едем пока что дальше. У нас, значит, до Кристиансунда 102 километра. И у нас перед Кристиансундом будет паромчик с Халсы. По-моему, если я ничего не перепутал. Да, вот 55 километров писалось нам до этой Халсы. Так вот, я для всех. И для тех, кто шарит, и для тех, кто не шарит. Для тех, кто шарит, конкретно шарит, конечно же, пишите комментарии, где-то поправляйтесь, я где-то что-то не так сказал. Я не все знаю. И в целом еще тоже я всегда это так себя позиционировал и говорил не раз. У меня контент не обучающий. У меня контент развлекательный. В первую очередь. Если кто-то какую-то черпает информацию, да, пожалуйста, черпайте. Где-то что-то я там сказал полезное, на здоровье, то есть, что знаю, то говорю. Какой опыт у меня есть, как бы я им делюсь. Дело верить мне, не верить, слушать, не слушать, дело каждого. Никого. Солнце, я ничего не вижу вообще, ужас какой-то. Никого ни к чему не принуждаю, естественно. Все здесь в Ютубе, я имею в виду, на добровольной основе.
Вот такой у нас был спуск небольшой. И дальше мы плюс-минус должны ровненько поехать. Красиво, красиво, конечно же, зимние пейзажи, горы. Все то, что нужно для Скандинавии и для моего канала. Прибыл я на паром 16:50 мой. Сейчас 16:30. Следующий в 17:20. Суббота у нас сегодня. В целом вышел вот этот отрезок очень интересный. Проехал я и ремонты, и повороты, вверх-вниз, вправо-влево, все как положено. Кому интересно, переходите на второй канал. Я добавлю ссылку в описании. Кто давно меня смотрит, знают о его существовании. Кто впервые там или недавно. У меня есть второй канал. Он называется Федор Гурбо, по латинице пишется. И там я публикую просто вид от руля. Дорога, все. Тишина, красота, никакого ничего там. Название на английском, описание на английском. Там я мало публикую. Но сейчас, я думаю, тоже будет немножко побольше, так как у нас и поинтересней в целом идут маршруты. Поэтому заходите, смотрите, я скидываю, то есть если что-то появляется интересно, я скидываю всегда на свой канал информацию в записи, что вот переходите, там интересно есть видео. Рассчитано оно на зарубежного как бы зрителя, почему там все и на английском. Там своя суть, короче, канала. Он там сам по себе существует, есть не просит особо, поэтому... И аудитория там около 10 тысяч уже на нем есть. Поэтому вылаживаю и снимаю. Найдете видео полное на том канале. Ну а у меня было 2 препятствия. Пришлось мне их обгонять, потому что, ну, плестись, ползти, это не вариант был. Я не люблю это делать. И если есть у меня возможность, я обгоняю. Обгонял я, видя далеко впереди повороты, что там чисто, что там нету машин. И тогда я смело, уверенно обходил их. Дорога была нормальная, не скользкая, поэтому как бы бочка мне на подъеме не помешала. Был затяжной подъем, я за ней плелся. И я капитально его поддавливал, то есть у меня был потенциал, у него нету. Ну, Мерседес, что там, что с него взять-то? Ну и, конечно, вес, конечно, у него, может быть, тоже был. Ну, хотя с учетом того, что это Мерседес, я думаю, вес у него был меньше, чем у меня. Вот что мы имеем с вами. Норвежское море у нас туда идет, дальше тут у нас Северное море, так, то есть на западе у нас идет северные берега, а когда мы переходим за Полярье, у нас в целом начинается, да, Норвежское, но в целом у нас это Атлантический океан идет, часть Атлантического океана, а здесь Арктический, то есть Северо-Ледовитый океан, если он правильно называть, здесь, наверное, так он пишется, просто Арктический океан, Северо-Ледовитый океан, вот вам тут все есть моря, вон Карское, Баренцево. Что у нас тут есть еще? Все, больше у нас ничего тут нет. Прибыли мы в Канестрау. Ну, конечно же, я неправильно, скорее всего, произношу. И полетал я четенько над паромом. Я, естественно, спросил разрешения
у оранжевого чувачка, он там сейчас управляет всеми движениями. Он связался по рации с Кэпом. Я говорю, у меня лицензия, все хорошо. Вот. Он связался с Кэпом, Кэп сказал no problem. Поэтому я официально летал, но это был целый квест. Потому что я первый раз и столкнулся с непредвиденными ситуациями, что дрон-то на движущейся платформе. Дрон на движущейся платформе не хочет правильно лететь, как ему нужно. Вот. И поэтому чувак его с руки взял и... This one? Yes. Yes? Yes. Okay. Спросил у меня, могу ли я ему скинуть фотки и видео. Я ему назвал свой канал, чтобы он нашел информацию, там мой имейл указан, и напишет мне, я ему вышлю фотографии. В общем, он его с руки, я стартанул с его руки, и также затем я его и посадил. Вот такие вот прикольные ребята. Так, а здесь у нас горка сразу же со старта. Поэтому хватит расслабляться. Так вот, немножко еще, да, расскажу, что взлетели мы кое-как. И ветер тоже, кстати, сильный был. Ну как сильный, он там вот, просто что во фьорде, естественно, он присутствует. Но полетал, ну и очень долго я целился потом, чтобы припарковать его в районе его руки, он его словил. И все, на этом полет был закончен, успешно приземлившись, не утопил я его во фьорде. Вот. Ну классно, молодцы, вот норвеги в этом плане, что без проблем разрешили. Я думаю, где-нибудь в другой стране сказали, да ты что, вообще попутал, что ли? Ты еще с парома будешь тут дроны запускать, как бы, да? А нет, они вообще, как говорю, no problem, он говорит, все, без проблем, пусть летит. Короче, я очень доволен, то, что я исполнил. Правда, руки у меня отмерзли просто невозможно. У меня до сих пор я пальцы, кончики не чувствую после полета этого. Сейчас сижу, делаю монтаж и вижу косяк, что я, во-первых, не рассказал самую интересную историю про полет над паромом. И эта история заключалась в том, что когда я поднял дрон, естественно, я сфокусирован был на дисплее, который у меня на пульте. Вот. И погодные условия, вся эта движуха. Я поднимаю дрона, как-то сразу я ушел в сторону от парома, то есть паром у меня потерялся из вида, и я нахожу паром, и начинаю над ним летать, вокруг, там, так, сяк. Ну и думаю, подлечу поближе, где машину зафокусирую, так сказать. Я подлетаю к парому и не нахожу машин вообще. Я думаю, блин, может не та сторона. Обращаю внимание, что по направлению паром вроде бы идет прямо, то есть а машина у меня идет, стоит как раз таки наперед. Я думаю, ну может я что-то путаю. Я возвращаюсь, облетаю с другой стороны, смотрю, и там машин нету. То есть, ну это проходит так где-то минута, 2, 3. Я в непонятках полных, что за паром вообще, где я и где дрон. И мне чувак этот, он сбоку все время стоит, он говорит, это не тот паром. И я такой на него посмотрел, ну, в округе посмотрели, мы дрона не видим вообще, даже близко. И я начинаю искать камерой в полете, где есть еще один паром, то есть, потому что я ушел конкретно от маршрута и не понимаю, где теперь мой дрон. И я нахожу наш паром вдалеке и просто начинаю его, естественно, нагонять, нагнал. Хорошо, что у меня была полная батарейка, не было такого сильного ветра, чтобы дрон просто упал бы в воду, потому что он, когда поднимался с руки, он без точки земли, у него нету, то есть у него были уже отключены все датчики, когда он поднялся, и нету точки возврата. То есть в случае какого-то косяка дрон бы просто упал бы, куда упал бы. Вот такая, собственно, была история. Слушайте, как эти все красоты заснять, я даже не представляю. Сколько нужно гигабайт потратить вообще всего и везде, и как. Не понимаю, я не понимаю. Это нужно вот несколько раз, там, десятки раз по одной и той же дороге проезжать, чтобы вот это все запечатлить. Ну, я по возможности показываю все, что
могу вам, но у меня уже темнеет, поэтому что где-то будет еще более видимое, чтобы показать, покажу по дороге. Ну а впереди еще один паромчик, но скорее всего, пока я до него доеду, уже стемнеет. И на футбол я опаздываю, кстати. Вот наш один из мостов. Так, здесь у нас ничего не видно. На каком языке у меня говорит навигатор, я не понимаю. Я вроде бы ставил английский, он, мне кажется, на норвежском разговаривает. Итак, нам 75 километров до точки назначения. Сколько же нам до парома, я, ну-ка, понятия не имею. О. И сейчас мы будем заезжать на мостик. Это у нас на Кристиансунд дорога пошла. А мы едем дальше. И Атлантическая дорога идет вот где за Кристиансундом. Из Кристиансунда выезжать там 70 какая-то она по номеру. Я точно не скажу по памяти какая. Ну что, склизковато на заезд на мост? Не, нормально. 1257 длина этого моста. Ну так вот за 45 км в час я на него зашкрябался. Где-то у меня еще один по дороге будет подобный такой мостик. Конечно же, да, было бы круто дроном поднять и все это по кругу посмотреть. Но я думаю, мы до этого в будущем когда-нибудь подобное тоже сделаем. Я, по крайней мере, мне нужно уже знать места, по которым я еду, где я могу, например, чтобы я понимал. Вот перед мостом я мог остановиться, например, поднять дрон. И вот я вижу, что спуск с моста есть автобусная остановка. То есть в целом бы я мост проехал бы, остановился бы на остановке и посадил бы дрона, забрал бы и поехал бы дальше. А так, когда не знаешь дорогу, то, ну, конечно же, куда-то там с моста, например, съезжаешь, бах, тоннель, и что дальше делать? Так, что-то меня куда-то ведет, я не совсем понимаю. Итак, взяли меня сомнения. Оно меня ведет не через Малде, то есть Малде я могу вот так вот здесь проехать. А здесь я могу повернуть, получается, чуть дальше, да? Но будет ли быстрее, нет. Но вот я все-таки склоняюсь поехать мне через Малде. Потом тут можно. Тут почему-то показывает не закрытая, что ли. Ладно, этому верить нельзя. Потом здесь проезжать по 662 на паром. Ё-моё, как тут лучше будет. Даже не знаю. А здесь выехать можно на 64-й. Здесь я ничего... Да, 64-я здесь дорога. Как что? Или в принципе они одинаковые будут, тоже мне непонятно. Ну, вроде дорога нормально. Эйде. Здесь поворот обычный, все. Ну что, поедем, наверное, как проложило оно меня. Да не буду я выдумывать. Там Молде, все равно долго проезжать будем. Да и там по кругу дорога какая-то тоже стрёмная, узкая, непонятная. Ладно. Поедем по навигатору. Нормальная здесь дорожка оказалась. Машин нету. В целом ехать можно. Как говорится, не попробуешь, не узнаешь, да? Подбираюсь я к паромчику
нас следующий паромчик Аукра Холлинсхольмен. Почти уже темно. И сейчас интересно мне, когда же этот паром будет. Так. Линия, паркинг нам не надо. Автопас, что тут, куда тут? Еду я сюда. И на линию за легковой машиной. Грузовым 3 крестик. Значит, за всеми становимся. Аукра Холлинсхольмен. 18:45 сейчас. 19:15 у нас. Подходит он. Эх, не хочет он фокусироваться. Ну, в 19:15, следующий в 19:45. Что ж, отлично прокатились. Футбол, правда, первый тайм я пропускаю. Но на второй чисто теоретически впритык я должен успеть. Что ж, футбол идет, а я жду паром еще пока что. Первый тайм у меня в пролете. Сколько там осталось? 19. Через 7 минут пишет, скоро будет. Пока что по нулям у нас. Первый тайм. Ну, особо много, значит, я не пропустил. Как же нам с телефона взять и включить видео с YouTube на Smart TV? Это для возрастной аудитории. Может быть, кто-то еще тоже этого не знает и не понимает. У нас есть у всех YouTube на телефоне. Я захожу в свой, я зайду на свой канал и выберу, вот у меня есть видео, например, с Андреем Толмачевым, да, нажму на него. Есть, да? У каждого есть такой значок трансляции. Он у каждого есть на экране, на YouTube, на телефоне. Нажимаю его. Пишет у нас: выберите устройство. Если у вас не выбирает устройство автоматически, куда транслировать, но обычно выбирает, нажимаем подключиться с помощью кода. А так, если у вас выбрался список, выбираем в списке нужный ваш телевизор. В каждом телевизоре Smart TV есть Wi-Fi, который должен быть включен. Нажимаем с помощью кода. И вам пишет инструкцию. Код узнать, как узнать код телевизора. И пишет, что нужно на телевизоре зайти. Я беру пульт, ищу в Smart TV YouTube. Нахожу. Так, загружается. Загрузилось. Мы заходим в настройки. И ищем, вот у меня, как здесь написано, не подключение, есть подключение устройств. Нету никаких, да, есть с помощью кода. Вот есть код, выбивается код. Этот код я ввожу, собственно, в графе в телефоне. Так, 336, 683, 457, 447. Все, подключаюсь. Сейчас должно подключиться к телевизору. Мой телефон, YouTube с видео. Включено новое устройство, написал. И я включаю видео, собственно, само. Все, я нажал на включить видео. И у нас все должно получиться. То есть, для чего это? Я про VPN говорил, что... Еще раз нажимаю. Про VPN я говорил, у кого... на телефоне вы не можете смотреть YouTube на телевизоре по каким-то причинам, то вы спокойно с телефона можете YouTube в любое видео дать на свой Smart TV. Если у вас на телефоне установлен VPN, у вас проблем и вопросов не будет никаких. Вот так, собственно. Если у вас это не получается, попросите кого-то. Добрался я уже ко второму тайму, 65-я минута шла, 0-0, к сожалению. Ну что, здесь стояночка для грузовых, также имеется душ, туалет в отдельном вагончике, напротив выгрузка, по узенькой дорожке вдоль бетонной стеночки едем на выгрузку. В понедельник я выгружусь, сейчас прям стоял, снимал, поднялся немножко на вершинку такую, снимал видео,
и прям видел, как на меня наближается с воды поток снега, и он меня накрыл. И вот в данный момент валит снежок. Поэтому посмотрим, как там будет завтра у нас, когда будем выгружаться. В любом случае, я думаю, я что-то покажу, если что-то будет интересное. Да, хотел я еще раз поднять дрон, но уже ветер, снег, поэтому нет возможности показать остров. Но вдруг завтра ветра не будет и снег прекратится, если то покажу вам сверху еще обзор этого острова. Ну а так, я думаю, напишите, как вам такая поездочка, без тяжелых тем, просто обзор этих дорог, всего остального. В будущем такого контента будет все-таки больше, поэтому привыкайте, кому не нравится. Вот. Ну и с вами был Федор и канал Тракеринг Скандинавия. До новых встреч, пока-пока.